Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля, мне 53. И, как видите, я уже переехала в Испанию. Сегодня мой первый день в Испании. Моя подруга повела меня на один из самых красивых пляжей. Ну, даже, скажем, целый район очень красивый, фешенебельный, с вулканическим песком, с какими-то терракотовыми скалами. О, посмотрите, моя подруга... Это мой завтрак, это испанский тостадо кон томате и атун. Тостадо, ну, типа бутерброда с томатом и атуном. Вот. И кафе кон лече я заказала, кофе с молоком. Я понимаю, что вы сейчас жаждете от меня кучи полезной информации, как я добралась, как я устроилась. Все это будет сегодня. Но пока давайте насладимся испанской, удивительной, морской, расслабленной атмосферой и необыкновенной, потрясающей, фантастической красотой. Ну что, друзья, минутка красоты закончилась. Я переместилась в Торревьеху. За моей спиной пляж Лос-Локос. Здесь я недалеко остановилась. И это видео я пишу уже спустя неделю после жизни в Торревьехе. И могу поделиться какими-то своими впечатлениями и теми делами, которые я уже успела сделать. Первый день, когда я прилетела и на следующее утро пошла к морю, позавтракала, я так, знаете, себя постоянно щипала и думала: Юль, неужели это ты? Неужели ты рискнула это сделать? Неужели теперь, вот когда ты захочешь, ты можешь пойти к морю, позавтракать или искупаться, или вечером посидеть у моря, выпить винца? Для людей, которые жили в большом городе и как бы море видели там 2-3 раза в год, это что-то, знаете, сродни чуду. Ну, может быть, сейчас все бывалые скажут: ты сейчас в эйфории, потом все станет хуже, ты разочаруешься, посмотрим. Всего я насчитала около 5 своих ошибок при переезде, которые стоили мне огромных сил, времени и денег. И эти 5 ошибок я опубликовала в своем посту в Телеграме. Описание на этот пост я оставлю под видео. И заглядывайте в Телеграм, потому что я там собираю такую полезную информацию, лайфхаки о переезде, легализации, адаптации в Испании своей, на своем опыте, основанные на опыте людей, которые здесь живут какое-то время. Подписывайтесь, я думаю, что вам это будет полезно. В Торревьехе я остановилась у своей приятельницы Алены. Вот здесь, в этом симпатичном дворике, в бунгало, живет моя подруга Алена, которая приютила меня в первые дни в Испании. Сейчас мы до нее. Алена! Приветики! Привет. Сейчас иду, берегу, открываю. Ага. Привет. Привет. Здравствуйте всем, кто прибыл на солнечную страну. Да, я тебе расскажу, какой я адский путь преодолела. Чтобы что? Чтобы увидеть Испанию и тебя. Это сейчас мы... Сейчас расскажешь. Адский путь закончился раем. Да, понимаешь? вот ты знаешь, у тебя тут просто рай. Да. Я прям любуюсь. Посмотрите, Да. какая красота. Ой. Прекрасно, зелено. Прикол в том, что с Аленой я всего лишь виделась один раз в жизни. Когда я совершала такой большой трип по Южной Европе в поисках идеального места для эмиграции, я бросила в клич в Facebook, в тематическую группу Торревьехи о том, что, ребят, расскажите мне, пожалуйста, о Торревьехе, о том, как вам здесь живется. И Алена откликнулась. И мы с ней встретились, пообщались, и, в общем, мне понравилось. Мы с ней такие близкие по духу люди. А потом, когда я уже готовилась к переезду в Торревьеху, я написала Алене и позадавала там много вопросов по поводу аренды квартиры на краткосрок, на долгосрок. И Алена предложила мне остановиться у нее.
То, что я ответила согласием, для меня это вообще нетипично, потому что, как шутит моя дочь, мама, твое личное пространство размером со стадион. То есть мне реально долгое время некомфортно жить с малознакомыми людьми под одной крышей. Но, видимо, у меня сработала интуиция, а у Алены профессиональный опыт. Я по профессии психолог, да, у меня клуб практической психологии большой, 26 лет практики психологической. Я очень хорошо разбираюсь в людях, Юля, так что знаешь, хоть с одной встречи ты можешь читать человека, плюс я смотрела твои ролики, то есть уже, а это как бы тоже ты, да, поэтому я бы не каждого человека позвала к себе звать. Тут дело не в испанском гостеприимстве, а в том, что у меня очень хорошее понимание людей, потому что поэтому с первого раза пообщавшись, я поняла, что ты порядочный, добрый, ну, хороший человек с общими со мной ценностями, поэтому профессия, это профдеформация, знаешь, такой рентген. Мою встречу с Аленой и то, что я согласилась у нее остановиться, я считаю одним из больших моих везений. Во-первых, Алена уже 4 года живет в Торревьехе и знает очень много подводных камней, особенно то, что касается аренды квартиры, потому что она, по-моему, то ли 3, то ли 4 квартиры сменила за это время. А во-вторых, Алена очень интересный, умный, образованный, веселый и необыкновенно сильный человек. У меня в 2018 году, даже в 2017 разболелся живот, долго не могла найти причины, куча там всяких врачей, ну, даже МРТ сделала, да, и через 3 недели после МРТ я попала с острой кишечной непроходимостью, то, что в народе раньше там в каких-то 18-19 веках называлось заворот кишок, да, то есть человек умирал. Ну, а сейчас, слава богу, это оперируют, вот, и меня прооперировали, и оказалось, что у меня такая раковая опухоль, которая перекрыла кишечник. Ее удалили и вывели часть кишечника наружу, это опять же то, что называется стома. Я прожила так полгода, естественно, мне химии делали, а потом сделали через полгода вторую операцию реконструкции кишечника, то есть на 2 раза как это скроили, зашили, расшили, скроили кишечник по новой и зашили. Вот. Потом я год прожила в 2019 году более-менее нормально, а в конце 2019 у меня начали обнаруживать, что какие-то подозрительные процессы в легком. И мне поставили диагноз, что у меня типа метастазы в легком. Соответственно, меня начали опять повторно химичить. И в итоге у меня 36 химий. А потом наступил февраль 22-го, а ты у нас харьковчанка. Я харьковчанка, да. И я поехала 16 февраля с одним маленьким чемоданчиком, вышла из дома, называется, в сторону Западной Украины, где подруга проводила wellness-тур, а я у нее была психологом. Вот. И началась война. И получилось, что я не смогла вернуться домой. Потому что вернуться домой, сидеть в метро, когда ты уже на границе 3 государств, или сколько там, 4-3, да, то это как-то странно. Вот. И я просидела месяц, но в основном я не знала, что мне делать. Я была в растерянности. Вот. И ждала еще и дочку, хотела вывезти в Европу, поскольку у нее был маленький ребеночек, ему не было 2 лет. И, конечно же, я не хотела, чтобы они оставались в зоне боевых действий. 22-й год был очень тяжелый самый. И это год не адаптации, потому что ты не готовился, да. Когда ты, например, готовилась, понимала, уже здесь была, а я не готовилась. И этот год был не тяжелая адаптация, а тяжелой психологической травмы. Слава богу, что я была с дочерью, тоже психологом, и мы как-то поддерживали друг друга. Видишь, к нам кто-то аплодирует, мир, наверное. Вот. И мы были вдвоем, и как-то, знаешь, прижались друг к другу, плюс у нас хорошие очень отношения, плюс у нас ребеночек 2-летний, да, которым надо было заниматься, это нас отвлекло. Вот это было тяжело. Далее, как мы уже, дочь у меня английский знает, значит, что уже легче. Далее мы уже перебрались сюда, в Торревьеху, уже сняли квартиру на год. А как только снял ты квартиру на год, знаешь, у тебя ощущение, что вот раз ты видишь летом, что вся ситуация продолжается, вернуться домой невозможно. И когда ты снимаешь контракт, вот этот подписываешь, да, то у тебя ощущение, что у тебя есть дом, крыша над головой. Итак, практически на 2-й день после приезда в Торревьеху я начала искать квартиру на долгосрок. И сразу хочу сказать о 2 страшилках, которые меня пугать начали еще в Москве, когда я собирала информацию.
А страшилка номер один – то, что я выбрала очень неудачное время для долгосрочной аренды квартиры, самый сезон. Я приехала в Торивьеху в июне, это как бы жаркий туристический сезон, и в это время многие хозяева квартир, которые сдавали в долгосрочную аренду, предпочитают сдавать их посуточно туристам. Поэтому квартиры на долгосрок либо не найти, либо можно снять за просто огромные деньги. И вторая страшилка то, что мне не сдадут квартиру без рабочего контракта с испанской компанией. Ну, все это причина в окупасах. Народ боится, что я не буду платить за квартиру, потому что я бедная. Спустя неделю после жизни в Торивьехе я уже могу сделать предварительные выводы и сказать, оправдались ли эти страшилки или нет. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока посмотрите видео о нашем с Аленой поиске квартир. И Алена, имея богатый опыт аренды квартир в Торивьехе, поделилась со мной очень полезными лайфхаками, на что обращать внимание при выборе квартиры на испанском побережье в долгосрочную аренду. Я, знаете, поделюсь не как риэлтор, потому что риэлторы будут рассказывать нам одну историю. Ну и это правильно, их задача нам предложить. А наша задача к потребителей, потому что я именно потребитель, я 4 раза здесь квартиру арендовала и 1 раз покупала. Наша задача видеть особенности этих квартир. И главное, что мы смотрим с тобой, Юля, это, подходя к дому, который мы сейчас смотрим, нет ли рядом баров, ресторанов и прочих испанских увеселительных заведений. Да, мы как женщины, любящие тишину и покой. Да, мы как женщины, любящие, я бы сказала, выспаться. С испанцами это не всегда удастся. Но не в том смысле, в каком вы подумали. В этом бы нам бы хотелось, наверное, бы. А в том смысле, что они могут ужинать очень поздно. Такая местная традиция. С винишком ужинать поздно. И если ты к ним не собираешься присоединиться, то лучше от них отсоединиться. Второе, мы смотрим квартира, куда окошечками выходит. И не речь о помойке, нет, друзья? Смотри, сейчас будем поворачивать сюда. А речь идет о теневой стороне или солнечной стороне. Так, и мы же сейчас должны с тобой правильное направление угадать. Вот туда. Смотри внимательно дорогу, да? Вот, друзья, и мы смотрим квартиру на солнечной стороне. Вот эти квартиры, видишь, теневые. Здесь, кстати, вот, посмотрите. Да. Вот это нет, это солнце во второй половине дня. А вообще это тень. Ну, слава богу, здесь, видишь, маленькие здания. Здесь хотя бы будет во второй половине дня. Это хоть как-то. Вот. Но моя приятельница жила в вот похожей квартире в эту сторону. Уже Ольга снимала. И в второй половине дня, аж почти до 5 часов, здесь очень холодно. Даже летом прохладно. Даже летом, да. Ну, даже не столь беда, что холодно, вообще темно. А это чревато, поскольку здесь нет отопления, и если зимой будет темно и холодно, то придет третья проблема, которая называется миссис Плесень. Решается это одним вопросом. Это проветриванием и солнечной стороной. И вот это тут вопрос номер... Какой уже? Третий, да. Третий. Чтобы в квартире было проветривание. Это не всегда есть, потому что есть комнаты, которые выходят в патио. Ребята, патио – это такая история. Не все знают в наших странах. Что такое патио? Патио – это внутренний дворик. Но это как в Питере колодцы, знаешь, вот такая история. Там, когда спальня, вроде ничего страшного, ты можешь там тихо спать. Но когда не проветривается, да, правильно, да? Да, правильно, да. Вот я смотрю. Все правильно идем. Да, вот видишь, прямо все. Вот. И когда эта история не проветривается, то заканчивается это тем, что ты, например, приехала ко мне в гости на неделю, возвращаешься домой, все твои вещи покрыты паутиной и плесенью. Так, почти пришли. Вот уже осталось, написано, ну, миллиметр, 1 минута. Ну тут автосервис у нас находится. Ну, это тоже тебе скажу, еще та история. Вот, синагога. Ну, синагога это лучше, чем автосервис, я тебе скажу. Не с точки зрения какой-то религиозной, а с точки зрения проживания, потому что чувствуешь бензина запах. Да. Мне не нравится. Посмотрите, какой красивый подъезд. Да, вот мне, знаешь, с картинами.
Мне вообще испанцам нравится, у них подъезды прямо в какой ни зайди, никогда ты у нас таких подъездов не увидишь. Да. Они прям, смотри, что тут, какие картины. Украшают. Смотрите, да, красота какая. А какой этаж? А, тут какой-то внутренний патио. Балкона нету, но Ага. есть такое вот внутреннее патио, да. Ага. Вот. Здесь у нас Ага. хороший санузел с душевой это кабиной. Патио, да, вот эта спаленка? Патио, да, или как? Да, зараз Длинный коридор. Ну вот это получается основная спальня. А нет, а где? Вот патио как раз, вот посмени как Вот раз. про Вот которую мы говорим. Здесь все чистенько, хорошая патио. Здесь, кстати, будет тихо. Вот это. Вот, давайте я вам покажу. Прям вот такой Здесь колодец реально. Будет тихо. Потому, еще какой-то окно, потому что еще- вторая еще- спальня это твоя же спальня. поняла? То есть это- там нет соседей. То есть, получается, две спальни смотрят в патио, да? Обе, да. Довольно просторная гостиная Да. с любимой нашей Близко стенкой. до моря. Ага. Ну, слушай, тут Так, офицеры и сдают. посмотрим, какой... То есть гостиная... Ну, кстати, в этом плюс есть. Гостиная выходит на главную улицу, на большую улицу, а обе спальни смотрят в патио. Сколько они хотят? 700, да? Большой минус, что нету этого балкона, террасы. Нету террасы, нету балкона, террасы. Только патио. Ну что, Ален, честно говорю, запах. Вот что меня совсем убило, потому что для меня запах автосервиса и запах старой квартиры. Но я бы тоже ее снимать не стала. Почему? Ты живешь в Испании, да, ты приехал радоваться жизни, а квартирка безрадостная. Да. Слушай, как ты права. Я думала, Безрадостная вот она. как я сформулирую, почему я не хочу, да? Она безрадостная, я с тобой полностью Да, она согласна. безрадостная. Эта квартира мне не подошла, поэтому я продолжаю поиски квартир. А пока то, что я обещала, расскажу о том, оправдались страшилки или нет. Страшилка номер один – то, что в сезон практически невозможно найти квартиру на долгосрок, и стоят они невменяемых денег, выдуманная, потому что квартиры есть. Насчет стоимости, квартира в пешей доступности от пляжа с одной спальней стоит в районе 650 евро в месяц, с двумя спальнями 800 евро. Я не знаю, дорого это или недорого. Наверное, об адекватности цены я уже смогу судить в октябре, когда спадет ажиотаж. Но пока вот такие цифры вполне себе реальные. Насчет второй страшилки, то, что тебе не сдадут квартиру без рабочего контракта. Я общалась с 8 риэлторами, и лишь 2 из них попросили у меня рабочий контракт с испанской компанией. Остальные риэлторы, узнав, что я переехала в Испанию по визе no lucrativo, попросили подтвердить мою платежеспособность, предоставив выписку из банка с остатком средств на счету. Весь свой опыт по поиску квартир на долгосрок в Торревьехе я изложила, опять же, в своем телеграм-канале. Кстати, там же я поделилась ресурсами, где я искала эти квартиры. Так что welcome в мой телеграм-канал, подписывайтесь и сохраняйте себе полезную информацию. Параллельно с поиском квартир жизнь продолжалась. И тут выяснилось, что несмотря на то, что я привезла с собой 2 заполненных чемодана, мне совершенно нечего надеть. У меня 2 шорт, 2 футболок и 2 сандалий. И мы с Аленой отправились в торговый центр Лазенью. Это такой один из крупных, красивых торговых центров недалеко от Торревьехи, чтобы вообще изучить ассортимент одежды, цены, ну и прицениться, может быть, что-то даже прикупить. Посмотрите на эту красавицу. Что на тебе надето? Расскажи. Испанские бренды, но не все. Это да. Massimo Dutti, Ага. это Desigual, это испанская фирма, как называется, не знаю, но очень тоже фирменная, в фирменном магазине. Это итальянские браслеты, господи, еще Domination. Ага. Это швейцарские часы, куплены за кровные деньги в Швейцарии. Заработала, купила. Самое дорогое, что на мне. А это Рилькен, Германии. Мамочка Ну, дарила. ничего, ты неплохо упакован, я хочу сказать. Ну, часы самые дорогие. Вот, кстати, смотри, какая сейчас О, красивая кстати, это у нас коллекция. Зара, да?
Да, натуральная смотрите, ткань. вышивка, да. Сейчас очень модно в этом сезоне, такие стиль боха называется. Ага. Все это лен. Лен, да, прям видно. Все лен. 60-70 Да, евро. 70 евро. Платье. Да. Интересно, а блейзер? Блейзер 120. Ага. Но мы через- ждем часа X. А когда, кстати, Час X наступит в начале июля. Ага. Берете все, что вам понравилось, складываете в корзину в онлайн. Да, да. И ждете часа X. Например, там написано на сайте, в 6 часов начнется распродажа. Да. Нужно ровно в 6:01, они перезагрузят сайт, нажать «Купить». Потому что если вы нажмете 6:02, Да, уже не 6:03, вашего размера не будет, потому что цены А-а-а. будут реально, абсолютно реально в 3 раза дешевле. И Прекрасно. вот сейчас очень хорошее, прям рекламируют блогеры. Вот, кстати, вот этот костюм. Это у нас H&M. Закос, ребята, под Дольче Габбана. Но все будет стоить 60 евро, в отличие от Дольче Ага, Габбана, ага. где только шорты будут Дольче Да. Габбана. Это платье такое? Это очень интересно. Это сейчас так делается. Там есть подкладик, это эффект 3D называется. Для моей Риточки, да, чтобы коротенькое. То есть это такое. коротенькое платьице? Да, да. Ну, может, Прекрасно. такие, кстати, можешь очень, одеть на лето. Посмотри, Нет. какая прелесть. очень красиво. Очень красиво, Мгм. очень. Сейчас И скажу стоит цена. 45 евро. Да, Ну, вообще. 45 евро. И это чистый хлопок, Да, ребята. да. Это ХБ. То есть это здесь, это вообще ты будешь в нем жить. Льняные жакетики 20 евро. Вот это мы тоже любим. Да. Приезжают мои подружки Прекрасно. с Германии и скупают всю коллекцию здесь. Почему? Потому что все, как мы любим. Мы зашли теперь в Манго. Да. И цепкий взгляд Алены. Это испанский Да. стиль, красный цветок еще в волосах, Да. и будешь ты испанка. По Выудила из фигурке. этого множество роскошное платье. Это у нас Да, с маками, да? С маками. Да, маки, хлопок. И чистый хлопок. И посмотрите, какая красивая А спина открытая. спинка. То есть, Мгм. если что, вы, так сказать, отделаете бюстгальтер, чтобы добавить, Ну что да, надо. да. Но при этом это вот здесь где-то будет, да, а спинка так эротично выглядывает. Надо мерить, Юля. Вау, вау, вы посмотрите на эту женщину, которая еще говорит, что она критично к себе относится. Вообще очень хорошо. Леон, ты реально как девочка. Представляешь, Прекрасно. Бывает, вот такую вещь купишь, а смотрите, спинка. А спина, о, вообще. Хорошая Кстати, бижутерия. прекрасная, яркая такая. Ну, лето поносить. Посмотрите, да. Ой, Поносил. прекрасно, вот такие, вот такая обалденная. Ну, крупная, Да. но тоже в некоторым идет. Мне нравится, вот тут были поменьше, это крупные, но вот такие яблочки зеленые. Да, типа тоже яблочки. очень Тут красиво. Это крупновато, я видела Ага. меньше. Но вот такие, кстати, Во, хорошие. вот смотри, как роскошные. Это что-то типа как под дерево, да? Как даже как ниточки какие-то. Как ниточки, Да, да. посмотрите, какая. Хорошенькие. Короче, на лето купил, носи не хочу. Ну, теперь мы зашли в Зару. Зара в этом году порадовала сказочными яркими цветами, простите, пожалуйста. Но это голимая синтетика, это мы не смотрим, да. А вот хлопковая юбочка, видите, даже и выскальзывает, потому что настолько Скользкая она скользкая синтетика. синтетика, да. Ага. А вот юбка хлопковая, прекрасная. Да. В этом году очень много вышивки в Заре и Да, вообще да. сплошная вышивка. Не знаю, чем это предопределено. Ой, и шортики с вышивкой, Да, да, бикини с вышивкой, да. И много вот. Потом вот такие вот кружавчики, такие вот тоже боха. Но я хочу сказать, это очень опасные вещи. На молодежи с шортиками джинсовыми классно, на женщинах чуть постарше сразу матетя достала из сундука. Как гипюровые Да, были. вот как, да. Желтый цвет, красивый сезона сливочного масла, очень красивое платье. На смуглой коже хорошо. Вот у меня светлое, у тебя. Сразу бледная моль. Вот эта рубашка мне на сайте понравилась. Смотри, как интересно. Да. Как называется? Баллоны, как вот эти забыла называется? Рукава, Да. С белыми джинсами, представь. Да, кстати, классно. Очень красиво, хорошо. да. Мне нравится вот это очень сильно, правда, это маленькая-маленькая, но посмотрите, вся из бисера сумочка. Да, очень. Прелесть. Вот так вот, Няшненькая знаешь, такая. Чистый бисер, но очень интересно. Бисер, Бисер, вышивка. да. Ага. Очень красиво. Да. Так, ну просто изящно. Посмотри такая, а это, посмотри. Бисер. Ой, прекрасно. Бисеры Очень красиво. очень красиво, очень. Ага. Искала шляпу. Здесь без нее никак. Как? Шикарно. Да? Да. И хорошо. то, что Слушай, она- да, я прям Да, свеженькая тебе такая очень сразу хорошо, стала. тебе очень Ага. идет. Но главное, знаешь что, она легкая, и она Да. вся дырочку. Как ты- Единственное, как видишь, ты- торчит что-то. Надо посмотреть. Ничего, но она единственная, это ты обрежешь, оно не проблема. Пойду куплю. Да, бери.
Красота. Где- Красотка. Касса, каха? Каха, да. Ка- Донде где- эста каха. Донде эста каха. Да, все, идем покупать. Вот Ага. этот неплохой магазинец, Парфойс. Здесь А, что-то знакомое. аксессуары, здесь Ага. очень хорошие бывают украшения, много всяких разных, бижутерия неплохого качества. Видишь, Очень очень оригинально, Да, правда? очень. Это заколки для волос. Да, и сейчас очень модно, ракушки, да, перламутрик, так, пышная такая штука. серьги. Кстати, тоже хорошо. Серьги, да, вот эти мне очень На нравятся. лето, да, веселенькие. Вот, кстати, очень красивый такой вот набор, да, как это дерево, Там, дерево, и тут вязаный трикотаж, Ага. 17 евро. Такой, Прекрасно. да, летом Прекрасно. прямо вообще прекрасно. Мне очень нравится мороженое в Испании, особенно в жару. Это прямо Согласна. выбор номер один. У тебя манго, да? У меня сорбет, знаешь? А, сорбет, да. А у меня соленая карамель. Давай залезем друг к другу в душу. Ой, соленая карамель. А ты попробуй мое манго. Сейчас попробую. У тебя Одно из сорбет. самых вкусных я ела в Италии, а второе на место я ела в Израиле. Очень вкусное тоже мороженое. Мы с подружкой прям объедались. Ну, в Испании тоже шикарное. Вкусно. Оригинально очень. Оригинальное. Знаешь, что мне нравится в манго? Оно, по моим ощущениям, не такое сладкое. Да, Правда? очень вкусно. В один из дней Алена предложила мне прогуляться по центру Торревьехи, познакомиться с самыми популярными туристическими местами. Ну, заодно мы поговорили об испанском шоколаде, испанских мужчинах и о крутом торгово-развлекательном центре, который скоро откроется в порту Торревьехи. Так, друзья, мы вышли на короткую пешеходную улицу. Она одна, единственная в Торревьехе? Или еще есть? Нет, вот этот район вообще весь пешеходный. А, Кстати, обратите внимание, это классно, это Валор, это испанская фирма. Они делают шоколад. Вообще Испания когда-то славилась шоколадом, потому что это была страна, где было много колоний. И они завезли, собственно, шоколад в Европу, да, Кристофор Колумб и так далее. И одно время это был эксклюзив именно испанский шоколад, потому что именно они завезли. Здесь очень-очень вкусный горячий шоколад и местная сладость, которая называется, вот они кушают, ее мы не будем, вот понес, пожалуйста, чурросы. чурросы, ага. Да, ее, это жутко вредная вещь, похудеет не надо Это кушать. такая калорийная бомба, да? Бомба, но очень Да. вкусно. То есть это тестечко такое жареное в маслице, и ты макаешь это все в шоколад. Ага. Вот. А потом, ну ты прийти должен в спортивной форме. Это тоже Почему? традиция. Шучу. Потому что потом ты должен 10 километров бежать. Я попала тут на такое классное мероприятие, шикарное. Представь себе, здесь устроили моду, как правильно сказать, ну как, показ. Покрыли все красной дорожкой. Все были тут огромные стулья. Тут выступали, вот там сцену сделали звезды. И коллекции, вот так модели показывали, по кругу ходили. Мужские и женские. Так что самое интересное, народу была тьма, я случайно шла и попала. Ага. И самое интересное, звезды потом эти переодевались испанские. И что интересно, модели были всех возрастов и фигур. Да. То есть были Бодипозитив. пожилые, Да. были курпулентные, Ага. были молодые. В общем, они все красивые были, но все были разные там. Расы разные, да, там негроидные, там европеоидные, в общем, все Ага. были. А вот строится огромный порт. Было написано, что 2 миллиона евро, но ничего-то, мне кажется, что больше вложено. Вот. И как бы написано, реконструкция будет твоего любимого мола, где гулять. И будет здесь комплекс торговый, отдыхательный, развлекательный, прямо на берегу моря, с видами на яхты. Ну, красиво будет. Вот посмотрите, правильный испанский человек. Я тут решила немножко поэстетствовать, взяла белое сухое испанское, а настоящий испанский человек. Пьют сангрию летом.
еще, знаешь, я на что обратила внимание, что собак больше, чем детей. Вот, В много-много. Испании главное, на первом месте это пожилые люди. На втором месте, ну или где-то делятся этим, дети. На третьем – женщины. На четвертом – собаки. Мужчины на пятом месте. Если развод, то он будет платить детям, понятно, алименты просто там, пока они учатся в институтах, да, а учатся они здесь до 27, до 30. Ага. Дальше, жена получает огромные алименты, вот, ну, если она не работала, следила за детьми и вообще там меньше него зарабатывала, тоже алименты. Но много что знакомых встречал с испанцами. Если он разведенный, и жена платит жене алименты, детям алименты, то он без штанов прогорится. Ну, пожалуй, это все главные события, которые случились со мной за неделю. Я продолжаю поиски квартиры, и об этом, естественно, буду вам рассказывать. Мне надо еще решить очень много бюрократических вопросов, ну и параллельно познакомиться с самой Торревьехо и, главное, с окрестностями. По словам Алены, они очень живописные и разрушают миф о том, что Торревьехо – это страшный и некрасивый и грязный город. Так что, друзья, будет много полезной информации, полезных лайфхаков, и также будет очень много красоты. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я к вам скоро вернусь. Всех целую, ваша Юля.